Добрый день! Сегодня поговорим о теории воспроизведения кино на телевизорах и правильной настройке ваших телевизоров для просмотра фильмов. Именно качественных фильмов из качественных источников. Эта тема не относится к просмотру дешевых сериалов и телеканалов. Там можете смотреть с любыми настройками, так как в сценарии просмотра телеканалов или дешевых мыльных опер или у спорта нет никакого режиссерского замысла. А вот для просмотра фильмов или дорогих снятых кинокамерами сериалов нужно верно настроить ТВ. Предположим для начала, что вы пока выбираете ТВ. Первое, что нужно определить, это размер диагонали. Чтобы насладиться большим кинематографом, нужен большой экран. Это аксиома. Поэтому, чем больше экран вы можете себе позволить, тем больше удовольствия вы получите от просмотра фильма. Поверьте, нет никакого смысла для просмотра с 3 метров в телевизоре 55 дюймов. От себя могу посоветовать. Где-то до 1,5-1,7 метра не меньше 55 дюймов. До 2,3 метра 65 дюймов. До 2,8 метра 77 уже будет отлично. 3 метра уже нужно думать о 83-85 дюймах. Любители резкости могут начать возмущаться. Как так? Там же будет все мыльное. Для вас сообщаю, что в кинотеатрах, в большинстве из них, сейчас используются проекторы 2К, то есть 2048 на 1080 пикселей. А размер экрана там в разы больше, чем ваш телевизор. Но ничего, как-то не жалуются, что мыльная картинка. Конечно, у проекторов пиксели другие. Мои рекомендации только для телевизоров с нативным разрешением 4К. На Full HD телевизорах вы будете видеть сетку пикселей. Безусловно, нужно учитывать остроту вашего зрения и контент, который вы смотрите. Но основной смысл, что даже фильм с Full HD смотрится на телевизоре с 4К нативным разрешением лучше, чем на Full HD телевизоре. Потому что здесь определяющее значение будет иметь именно не разрешение самого фильма, а разрешение вашего телевизора. По рекомендации THX угол зрения для кинотеатров от 36 до 60 градусов. Соответственно, лучшие места – это середина диапазона, то есть около 45 градусов. Если воспользоваться калькулятором, то, например, для просмотра Full HD на ТВ 77 дюймов рекомендуемая дистанция 2,6 метра. В случае, если у вас зрение единица. Если выше единицы, то расстояние будет больше. Это я к тому, что разрешение самого фильма менее важно, чем разрешение вашего телевизора. Для 4К фильмов, соответственно, можно и ближе смотреть, в 2 раза фактически. Поэтому, с моей точки зрения, подкрепленный научными исследованиями и принятыми стандартами, это нормальная диагональ телевизора, даже если вы смотрите Full HD фильмы. Естественно, не пережатки, и, безусловно, эти рекомендации не годятся, если вы смотрите эфирное ТВ или фильмы на DVD. Если вы не можете позволить экран больше, можно просто сделать перестановку в комнате и подсесть ближе. Тогда даже на 55 дюймах вы сможете насладиться большим экраном. Фильмы в идеале для полного погружения нужно смотреть в затемненном помещении. Поэтому IPS-матрицы не смогут предоставить нужного контраста. Соответственно, выбор у нас VA Asphalt или OLED. Да, к сожалению, хороший телевизор не может стоить 30-40 тысяч. Но есть небольшой лайфхак. Если у вас не очень хороший телевизор, можно немного помочь и нивелировать недостаток черного цвета матрицы, чтобы получить более приятный для глаз черный и контраст. Вы, наверное, замечали, что при просмотре днем ваш телевизор выдает вполне контрастное изображение, и вас даже не беспокоят серые полосы сверху и снизу при просмотре фильмов 21:9. Если у вас телевизор с хорошей подсветкой, вам нужно создать затемнение для хорошего влечения в фильм и немного улучшить черный цвет, чтобы не было серых полос. Сзади ТВ нужно поместить подсветку теплой светодиодной лампы небольшой мощности. То есть этот цвет не должен выделяться по сравнению с яркостью телевизора. Это просто, чтобы вашим глазам было комфортно при резких сменах освещенности в фильмах. И это немного поможет на темных сценах уменьшить видимость полос снизу и сверху. Но если это не помогает вашему телевизору и вам нужно улучшить видимый уровень черного вашего телевизора, то нужно делать по-другому. Нужно светодиоды поместить по периметру телевизора, например, слева и справа, либо просто 2 лампы по бокам телевизора. Главное, это чтобы неяркий свет светил вам в глаза. То есть это должен быть не рассеянный свет, а именно точечный. Смысл в том, чтобы заставить ваши глаза, когда, например, на экране темная сцена,
Не расширять зрачки. Глаз человека имеет динамический диапазон около 13-14 стопов одномоментно, а полный диапазон сильно больше, около 40 стопов. Каждый стоп – это увеличение яркости в 2 раза. И глаза очень хорошо и быстро адаптируются к перепадам яркости, особенно к темноте. Поэтому, например, в «Сумерках» динамический диапазон нашего зрения до 30 стопов. Это важно, когда идет в фильме долгая темная сцена. То есть, если эпизод темный, короткий, то зрачок не успеет расшириться, и палочки в глазах не успеют включиться в работу по полной и адаптироваться. Но всего 10 секунд, и вы узреете значительно больше в темной сцене, и плохой черный из-за света начнут очень раздражать. Задача светодиодов – не дать зрачкам расширяться и адаптироваться по полной. Именно это и возложено на светодиоды, которые светят вам в глаза напрямую. То есть мы сужаем динамический диапазон зрения немного, но имеем не раздражающий черный. Визуально вы сможете насладиться их хорошим изображением и смотреть в затемненной комнате, из-за света будут меньше бросаться в глаза. Особенно это полезно для сверхшироких фильмов, где полосы сверху и снизу раздражают, когда начинают светиться серым. В общем, для владельцев слабых телевизоров этот трюк вполне может помочь. А вообще наш глаз очень мощная оптическая система. Например, мы можем видеть свечение всего 6 фотонов. Это очень мало, и тем не менее глаз это видит. Именно поэтому даже на очень хороших телевизорах с FALT-подсветкой мы можем видеть серый и черный в долгих темных сценах фильма. Да, еще один интересный факт. У кого OLED TV, вы, наверное, замечали, что на титрах и ярких объектах при просмотре в темноте вы видите свечение вокруг, как будто работает FALT-подсветка. Но на OLED ее нет. Я читал и смотрел даже пару непрофессиональных обзоров, где это выдавали за баг OLED TV. Это действительно баг, но баг ваших глаз. Все достаточно просто. OLED TV дает невероятный контраст, и когда на черном экране яркие мелкие объекты, то возбуждаются в глазах не только палочки, куда непосредственно попадает свет, но и соседние. Плюс вы не держите взгляд строго на одном месте, а прыгаете немного глазами. В итоге в глазах получается некое призрачное изображение вокруг ярких источников, которые вы видите. Этот эффект называется галло. И если уж говорить с медицинской точки зрения, если у вас этот эффект сильно выражен, и не только на ТВ, но и в жизни, от фар, от светильников уличных, то есть повод сходить к офтальмологу. Итак, ТВ у вас есть, и первое, что нужно сделать, это настроить его минимально, чтобы получить более-менее верные параметры изображения. Буквально недавно прочитал в чате, человек купил довольно дорогой OLED, это включил режим яркий. Я был в шоке. Хотя что далеко ходить. Недавно был у родственников в гостях, они купили отличный ТВ OLED 65G1. Смотрели они его больше полугода, и когда я приехал, я увидел, что спереди на экране есть стикеры. Они полгода смотрели ТВ с наклеенной защитной пленкой. На вопрос, почему пленку не снято, какой был ответ? Правильно, чтобы экран был защищен и пыль не собирал. В принципе логично, но не нужно так делать. Запомните, это плохо как с точки зрения ухудшения изображения, так и с точки зрения перегрева матрицы, а OLED очень не любит повышенную температуру. Но естественно режим изображения стоял у них яркий. Купить ТВ, который стоит немало и который способен дать отличную картинку на своем экране и включить самый неправильный режим. Возникает вопрос, зачем покупать дорогой ТВ? С таким же успехом можно взять дешевый ТВ за 30 тысяч и получить такую же синюшную, ненатуральную картинку. Запомните, режим яркий или динамический – это режим для магазина. То есть он нужен, чтобы продать вам телевизор. Так как в магазине вы берете телевизор с максимально ярким изображением. Если поставить рядом два ТВ, один в правильном режиме, например, кино, а второй в режиме яркий, то ваш мозг автоматом скажет вам, что лучше и красивее изображение именно на ТВ с режимом яркий. Дома этот режим использовать нельзя. Так же, как и в режим стандартный. Этот режим годится, когда в комнате светло, светит солнце в окно, и вам нужно увидеть передачу по телевизору. Для этого он годится, но для просмотра фильмов этот режим, так же как и яркий, использовать не стоит, так как в нем в угоду яркости цветовой баланс имеет холодный цвет. Также важно освещение в комнате, цвет стен или цвета предметов, расположенных в поле зрения при просмотре телевизора. Желательно иметь нейтральный цвет стен вокруг ТВ, то есть белый, светло-серый, серый или черный. Также рядом с ТВ не должно быть цветных объектов, особенно крупных, которые попадают в поле зрения при просмотре ТВ. Это все искажает восприятие цветов на экране. Ну что ж, теперь поговорим о самих фильмах и почему важно настроить ТВ для верной цветопередачи. Первое – это цветовой баланс. Дело в том, что
любой фильм предполагает создать атмосферу, соответствующую сюжету и задумке фильма. Чтобы ее создать, режиссер, оператор и другие создатели фильма тщательно выбирают гамму и цвета фильма. Чтобы этого достичь, применяются разные способы, начиная от светофильтров на объектив и заканчивая цветокоррекцией на последнем этапе создания фильма. А также цвета предметов в спецсценах специально делают определенного цвета, создают акценты на деталях, предметах, одежды. За счет цветовой гаммы создается атмосфера комедии, либо, наоборот, фильма ужасов и так далее. Есть фильмы, где цветовая гамма меняется по ходу сюжета. Вы можете это не заметить, но это подсознательно влияет на ваше восприятие. Например, фильм «Амели» сделан в очень теплых тонах, с красными и зелеными цветами. Давайте посмотрим, как смотрит этот фильм те, кто включил режим стандарт или баланс белого выставил не в теплый 2, а, например, как многие любят, в средний. Согласитесь, картинка отличается, создается другое отношение к происходящему на экране. Или, например, фильм «Матрица». В нем используется зеленый и синий цвет, чтобы дать понять зрителю, где сейчас происходит действие, в реальности или внутри матрицы. Если мы будем смотреть этот фильм на телевизоре с холодными настройками, то мы будем по-другому ощущать происходящее. Это честь для меня. Нет. Честь для... Фильм «А где же ты, брат?» снимали специально осенью, чтобы показать желтый цвет листвы и травы. Кстати, это первый фильм, для которого делали полную цифровую цветокоррекцию. И сделано, кстати, не очень хорошо. Специально, чтобы усилить эффект цвета листвы, сделать ее еще более теплой и желтой, так как режиссеру не понравилось, что листва недостаточно насыщенно желтая. Ну а что будет, если вы смотрите этот фильм на стандарте? Согласитесь, другая картинка. И так будет с большинством фильмов, как вы поняли. Неверно выставленные настройки цвета в ТВ меняют ваше восприятие режиссерской задумки. Именно поэтому так важно смотреть фильмы с правильными настройками цвета, так же как важна гамма и другие параметры воспроизведения. Безусловно, первоначально цветокоррекция и грейдинг фильмов делается для показа в кинотеатре, но для домашнего просмотра, когда выпускается фильм на диске или как сейчас в онлайн-кинотеатр, также делается отдельная подготовка цветокоррекции и грейдинг, потому что онлайн-продакшн, Blu-ray диски и кинотеатры – это разные стандарты, соответственно, используются разные цветовые пространства, разной яркости. Например, для цифрового кинопоказа в кинотеатрах используется разрешение 2К или 4К, 24 или 48 кадров для HFR, 12 бит цвет и цветовое пространство SIE XYZ и гамма 2,6. При этом в кинотеатре яркость экрана по стандарту 48 кандел на метр квадратный, контраст около 1000 к 1. Получается яркость примерно в 2,5 раза меньше, чем когда мы смотрим SDR на обычном ТВ. Это, кстати, одна из причин, почему в кинотеатре строп от низкой частоты кадров почти не заметен, в отличие от просмотра на ТВ. Чем выше яркость и контраст, тем сильнее виден эффект строба, особенно на плохо сделанных фильмах. Сравним фильм «Соучастник». Он снят в 2004 году, и сцены даже без включенной уплавнялки смотрятся изумительно, очень плавно. А все почему? Потому что там все правильно рассчитано, каждое движение, скорость панорамирования камеры и так далее. Плюс там весь фильм происходит ночью. Ведь строп от перемещения в основном мы видим там, где движутся сильно разные по контрасту яркие объекты, особенно имеющие вертикальные границы. Видите, все очень плавно, нет намека на строп. Если видите строп, то не поделитесь, посмотрите оригинал фильма. Кстати, строп, он же статор или заикание, сильнее виден именно на OLED телевизорах из-за более быстрого отклика пикселей. Примерно 2 миллисекунды против 20 миллисекунд у LED-VA панелей. То есть почти в 10 раз разница. Пиксели включаются и выключаются быстрее, чем у LED-панелей. И получается, даже если использовать 120 Гц панель, то есть 5 раз показывается один кадр при 24 герцовом источнике, то время удержания пикселей у OLED меньше, поэтому на OLED эффект более выражен, даже при включенном режиме реальный кинотеатр. Наши люди, купив дорогой ТВ, включают неверные холодные или средние цвета. При этом, если им сказать, что правильный цвет это теплый 2, так как он соответствует стандарту D65, то большинство людей воспримет это в штыки. Они считают, что это жуткая желтая картинка, где снег желтый, лица желтые и так далее. И они не понимают, что как раз наоборот, этот режим и есть верный. Но раз вы смотрите этот ролик,
то вы все же хотите настроить ваш ТВ правильно. Ну что же, давайте дадим вашему телевизору еще один шанс. Первый режим – это SDR, то есть для просмотра старого доброго Full HD видео с Blu-ray дисков или рипов. Итак, первое. Подготавливаем помещение, приглушаем свет, убираем яркие зеркальные и цветные предметы в зоне просмотра, включаем заднюю подсветку, чтобы создать полумрак или еще что-то. В общем, создаем условия, в которых вы в большинстве случаев смотрите кино. Не старайтесь создать идеальные условия, но в которых вы не смотрите часто, так как тогда вы откалибруете телевизор неправильно. Первое, что делаем. Я прошу вас поставить режим кино или режим эксперт, или еще какой-то в вашем ТВ, где можно выбрать баланс белого, теплый 2. Либо, если у вас есть режим Filmmaker Mode, то выберите его. Да, безусловно, первоначально вам будет казаться, что все желтое и белого цвета нет, но это обман мозга. Включите Filmmaker Mode или другой кинорежим с цветовой температурой теплый 2, Warm 2 или в новых LG это просто плюс 50 в регуляторе цветовой температуры. И включите фильм. Попробуйте, не переключая на другие режимы, посмотреть его. Оставьте на один день. Посмотрите на следующий день еще один фильм, желательно качественный и желательно другого жанра. Ваш мозг адаптируется, и белый цвет станет белым, а цвета в фильме начнут выглядеть естественно и мягко. А потом, через день-другой, попробуйте переключиться на средний или холодный режим. Да даже теплый 1. Вы увидите и удивитесь, насколько синяя и неправильная будет картинка. Я уверен на 100%, что кто сможет продержаться 2 дня, не переключаясь в другие режимы, тот после этого не вернется на синюю картинку. Второй и не менее важный – это гамма. Дело в том, что фильмы в SDR для домашнего просмотра делают под гамму 2,4. Для HDR и DV, кстати, нет понятия гаммы, там используется точное указание яркости и режим пики кривой. Предполагается просмотр фильма в затемненном комнате. Это значит освещенность слабой лампой, приглушенный свет, максимум яркости 10 кандел. Это аналог 10 свечей включенных. То есть полумрак, а не полная темнота. При этой гамме 2,4 в темных частях фильма вы либо должны видеть какие-то элементы, либо наоборот это должно быть скрыто. Именно поэтому, если у вас неверная гамма, вы либо будете видеть то, что режиссер не планировал вам показать, либо наоборот не будете видеть то, что он хотел показать. Как я и говорил, в идеале, если у вас есть режим Filmmaker, то его достаточно для правильного просмотра. По поводу TrueMotion, то бишь системы интерполяции кадров. Почему считается, что это плохо? Дело в том, что когда фильм создается, в нем рассчитывается движение, в хороших правильных фильмах рассчитаны все движения, рассчитано как проворачивается камера, как и бегут и с какой скоростью перемещаются актеры. Например, сцена, где происходит, предположим, драка, либо есть быстрое движение машин, чего-то такого. Если мы смотрим это в кинотеатре, либо на телевизоре, где интерполяция выключена, то есть мы смотрим с нативными 24 кадрами изображения, то мы будем видеть именно то, что предполагал режиссер и оператор. Но при включенной интерполяции за счет добавления дополнительных кадров вы уже видите движения другими. То есть вы их более детально видите, как происходит перемещение, например, то же самое. Либо при драке, как там происходит там, движение рук, либо чего-то еще. То есть это то, что не предполагалось в исходном видео. Именно поэтому режиссеры против включения интерполяции, именно поэтому ввели режим Filmmaker. Именно чтобы вы смотрели движение актеров и движение всего, что происходит в фильме, так, как задумано режиссером. А интерполяция вас заставляет, грубо говоря, видеть больше, чем есть на самом деле. То есть она придумывает для вас перемещения, которых на самом деле в кадре нет. То есть режиссер планировал создать, например, дискретное движение, грубо говоря, да, как бы за счет этого скрыть там какие-то подвохи в изображении, либо скрыть лишние фазы движения там, и так далее и тому подобное. А вы это видите за счет того, что интерполяция вам эти кадры, грубо говоря, воссоздала. И плюс еще это создает
искажение объемности картинки. Дело в том, что когда включена интерполяция, для вас будет резким все изображение. То есть задний план для вас будет так же резок, как передний. А это неправильно, потому что при съемке фильма как раз, например, пытались создать акцент, и вы должны были видеть именно передний план, например, там разговор актеров. И то, что там движение происходит на заднем плане, на 24 кадрах вы будете просто видеть это какое-то некое размытое, немножко дерганное движение. С включенной интерполяцией вы уже будете совершенно по-другому видеть эту картину, потому что для вас задний план уже будет играть значительную часть в вашем сознании. А также вот еще вариант для сравнения ради интереса при включенном BFI. Это вставка черного кадра. В режиме низкий, например, в телевизоре LG в серии CX, он работает на частоте 120 Гц. Если поставить режим высокий для OLED Motion Pro, то частота снизится до 60 Гц. И, соответственно, у вас уже будет не 120 герцовый телевизор, а всего лишь 60 герцовый. И на видео он будет уже вводиться в режиме Pull Down 2.3. То есть этот режим, можно сказать, не очень хорош. А вот низкий режим OLED Motion Pro и средний в целом вполне смотрибелен и помогает немного снизить эффект дрожания для тех, кому хочется все-таки, чтобы было как в кинотеатре. То есть, так как там как раз такой принцип используется. Там вставляется через каждый кадр черный кадр. Вот, единственный минус этого режима – это то, что достаточно сильно снижается яркость. Нужно корректировать изображение, яркость в частности, чтобы вернуть назад потерянные детали. Ну что ж, на этом, наверное, первая часть будет закончена. И вторую часть мы посвятим непосредственно уже практике. То есть посмотрим на примере, как и что нужно настраивать. И видео, на котором я покажу тестовое видео, при помощи которого можно настроить, а потом и дополнительно проверить, верно ли все установлено. На этом все. Спасибо. Подписывайтесь, ждите следующее видео. Надеюсь, скоро будет, в принципе, уже почти все готово.